Привет, мои дорогие сестрички. У нас сейчас расклад будет такой, что он чувствует к тебе сейчас. И у нас расклад на 4 варианта. Гадаем мы на Таро Мила Монары. Давайте посмотрим, что загаданный к тебе, с тобой мужчина чувствует к тебе сейчас. Давайте посмотрим. Итак, у нас 4 варианта. Первый, второй, третий и четвертый. Ой, 2 карты. Ну, давайте вот эту из-под низа достанем. Достанем из него всю чертовщинку. Ну что, загадывайте своего мужчину. У нас 4 варианта. И быстро с вами сделаем такой экспресс-расклад на его чувства к тебе сейчас. Давайте, мои дорогие. Загадывайте. Первый, второй, третий, четвертый. Если вы в активном поиске, загадайте на каждую карту хотя бы вот какую-то внешность мужчины, либо имя, для того, чтобы в вашу жизнь приходили новые мужчины, чтобы вы могли выбирать, а не брать именно одного, возможно, который может не подходить. Ну что, поехали, девочки. Итак, смотрим, что он чувствует к тебе сейчас. Первый вариант. Шестерка воздуха выпала. Ну, здесь, девочки, по первому варианту этот мужчина, скажем так, да, он занят своими какими-то мыслями, и вот сейчас, на данный момент, о вас не думает. Но, смотрите, он объявится, он будет идти к вам с какими-то любовными разговорами, он за вами наблюдает. Хоть он как-то, скорее всего, и далеко, на каком-то расстоянии от вас, чем-то занят своими какими-то делами, это не говорит о том, что вот он не объявится. Он объявится. Но смотрите, королева воздуха — это вы выпали вы, и восьмерка червовая выпала тоже вам. Говорит о том, что он еще, знаете, в процессе придумывания какого-то флирта с вами. То есть он хочет с вами пофлиртовать, хочет с вами что-то такое замутить. Неважно, кого вы здесь загадали, своего нового мужчину, там бывшего или даже мужа, это, девочки, говорит о том, что он с каким-то вот предложением объявится. Но сейчас он просто наблюдает за вами, наблюдает со стороны, что да как, до чего. Он что-то вам такое, девочки, предложит, что оставит на ваше усмотрение. Выпала императрица и 20-й старший аркан суда. Это говорит о том, что он предложит что-то и будет ждать какого-то вашего решения. Но вы прям быстро не будете готовы дать ему ответ, потому что это будет связано с чем? Может быть, с интимом. Может, он вам предложит какое-то любовное свидание, но не совсем подходящее вам время, да. И, например, вы будете понимать, что будет тут что-то такое. То есть он вам предложит какую-то дорожку, девочки. Может к нему приехать, может он предложит у вас остаться, да. Но я вам скажу, что вам будет трудно как-то это все даваться, эти решения. Вы подумаете про него не очень хорошо, поэтому он и медлит с этим. Он вроде бы и флиртует, но в то же время он, девочки, вот знаете, вот думает, в какую бы форму облечь свое, скажем так, предложение. Оно вроде бы с одной стороны и вроде бы и ничего будет, но с другой почему-то оно может либо вас обидеть, или вас задеть, или вы подумаете, что что-то ты тут начал решать такие какие-то дела странное, да, или он, например, ну, на что это похоже, как будто вот вы живете одни, а он говорит, ну, я приеду, но если с условием того, что я буду у тебя ночевать 3 дня, ну, типа, а то мне некуда деться, а-ля такого. Или, девочки, это будет какое-то другое предложение вам, связанное с, допустим, с интимной близостью, с какими-то моментами этой интимной близости, что вы будете думать вообще, надо мне это или не надо. И дальше, девочки, тут такое, у вас к нему, к этому мужчине поменяется в ближайшее время отношения. Вот реально поменяется. Вы будете еще думать, а не найти бы мне еще кого-нибудь, да? То есть, может быть, подумаете, как бы к любовнику какому-то податься, либо просто другого мужчину и найти. Или подумайте, возможно, и, скажем так, сблизиться с этим мужчиной, которого вы здесь загадали, но в то же время
Король огня выпал и карта дурака. Это, девочки, ну вот что-то с вашей стороны будет не то. Либо вы не поймете его намеки какие-то, да, или не захотите их, эти намеки, понимать вообще. Тут такие вот дела. А что еще? Что он к тебе чувствует сейчас? Он чувствует одиночество, какое-то расставание, что, но типа, короче, в скором времени вы все равно будете вместе с ним. Он думает, это ненадолго. Ненадолго он в отшельниках выпал. Он думает, что он перейдет в 15-й старший аркан дьявола при встрече с вами. То есть вот какие-то задатки такой манипуляции все-таки ждите в свою сторону от этого мужчины. Что-то он так, знаете, хочет предложить. Но не совсем это вот прям, знаете, что-то такое королевское, чистое, такое благородное, да, как примесь какой-то, скажем так, грязи, она тут будет. А почему? Потому что он хотел бы, девочки, да, смотрите, что вы от него никуда не уходили, но он не знает, как вас удержать. То есть, по факту, он видит, что у вас такие отношения то ли есть, то ли нету, то ли будет, то ли нет, непонятно что. Он бы хотел бы вас удержать, да, но это как на самом деле как собака на сене. Это мужчина, который выпадает в действии как паж, а в мыслях вот как огненный король или там как отшельник девочки выпадал, да. То есть он думает о том, как вас привлечь, но в то же время он не задумывается о том, что ему надо действовать в вашу сторону, вот и как настоящему мужчине. Он такой, знаете, ленивый, вальяжный, такой вот, как будто бы сам себе на уме, или такой, который ухом не ведет, да, ну, как хошь. Ну, что будет, то будет. Я как собака, бегущая за машиной, знаете, как в Джокере некоторые так мужчины говорят, даже не один. Такие вот дела. Так что этот мужчина, девочки, что-то вам предложит, но вы будете еще долго решать. Но я вам еще, знаете, что здесь предложу, да, все-таки. Все-таки, если этот мужчина и думает, чтобы вы разбавили свои отношения кем-то другим, что вы можете это сделать, и у вас такие мысли возникнут, почему бы наперед не подумать о том, с кем провести время, чтобы вот этот мужчина вас не задевал. Потому что тут такие карты идут, что вы можете просто ожидать его, понимаете, как-то ждать его, ждать. Потом у вас может поменяться о нем мнение. Вы даже можете сами ему там написать. Он предложит вам что-то такое, знаете, маслянисто-вязко, сахарное, но и с примесью чего-то такого грязного, скажем так. То есть отсюда вот веет этим. И я бы вам посоветовала, чтобы вот, знаете, не было потом как-то противно от каких-то его предложений, да, чтобы вы привлекли еще, наверное, еще какого-то мужчину, это между нами девочками, да, для того, чтобы за вами кто-то ходил, кто-то ухаживал, чтобы вы могли сравнивать и вот этого мужчину, которого вы здесь загадали, с каким-то другим все-таки мужчиной, да. Потому что вот этот мужчина, он за отношения как паж держится, да, то есть совершенно сам не держится, ждет, чтобы за ним кто-то смотрел и все остальное. То есть, чтобы эти отношения вас не ранили, это ожидания, непонятки какие-то, все-таки привлеките еще кого-нибудь. Вот прям как просится какой-то любовник. Или даже не сколько любовник, ухажер, девочки, тут просится. Вот такой вот первый вариант. Ну, давайте посмотрим второй вариант. Второй вариант. Его чувства к тебе сейчас, что он чувствует? Выпала карта повешенного. Кармический старший аркан. И с чем же он таким связан? Этому мужчине сейчас, девочки, не очень хорошо. У него не очень хорошо идут дела. Он в ожидании каком-то, в состоянии подвешенного, даже не сколько, в подвешенном состоянии, в повешенном. Рыцарь воздуха. Он бы хотел бы действовать, но он вообще никак не может. Никак не может, девочки, действовать этот мужчина. Он прям силился и Богу молился, как говорится, и, может быть, где-то и колдовал, и ничего у него, этого мужчины, не получается. У него либо не получается с вами,
либо вообще даже вот в многих таких моментах в жизни выпал 12-й, 13-й старший аркан, да, это говорит, и все-таки карта силы его выпали император и маг, да, то есть этот мужчина пытается сейчас справляться со своими проблемами в жизни, они у него есть. Это не просто страхи и тревоги какие-то, а реально такие проблемы, но у него не самая белая прямо сейчас полоса идет, да, я бы даже сказала, может, черная, либо она, девочка, очень близко на пороге, да, то есть вы можете даже об этом не подозревать, а над ним уже грозовые тучи повисли. И дело в том, что вот он будет пытаться как-то выходить из этой всей ситуации. Или это очень сильная глубокая ссора между вами. Это может обозначать развод, да. То есть, но мы сейчас будем больше так вот в расклад не углубляться, там, разводов и расходов, а сколько вот посмотрим. Ну, у него не очень дела. Черная полоса в жизни девочки наступает. Он будет крепиться, будет силиться решить все свои вопросы и какими-то обычными практическими делами, и эзотерическими, поднимать какие-то свои связи, для того, чтобы вот выкарабкаться. На самом деле выкарабкаться. По отношению к вам может быть сейчас сухое общение. То есть он может как-то вам показаться, что он отдаляется от вас, что вы ему там типа не нужны, или он может попросить у вас деньги в долг, или он может что-то у вас тоже попросить, девочки. Но это из-за того, что у него вот такие вот неудачи по жизни пошли. Давайте еще посмотрим, что он чувствует к тебе сейчас. Дьявол. Он бы хотел бы с тобой вступить в интимные отношения, заняться с тобой волшебством, очень бы хотел, но он выпал пажом огня. То есть вот он еще крепится, собирает какие-то силы для своей этой черной полосы, чтобы разрулить все свои проблемы, но в то же время вроде бы он и хочет этого интима, но выпали две пятерки. Пятерка воздуха и пятерка кубковая. Это, девочки, говорит о том, что вот он... такой вот, ну не то что ленивый, но такой вот ослабленный, скажем так, да. Э, Я бы даже сказала, что и даже интимом он не сможет сейчас в ближайшее время вот по-нормальному заниматься, да. То есть тут какие-то проблемы у него в этом плане есть. Вот с вами бы он хотел бы, но не может. Вот с вами бы хотел бы, но не может ничего, девочки. Это вообще между вами сейчас стена выпала. А вы, смотрите, королева воздуха, четверка воздуха, двойка. А я вам скажу, что вы свободная. Вы, девочки, с этим мужчиной в каких-то узах или в узелковой магии не находитесь, да. По факту, что вам нужно сейчас? Кто нужен сейчас? Вам нужен денежный рыцарь, понимаете? Денежный, устойчивый, с какой-то недвижимостью. И вообще вот по факту я скажу одну вещь, да. Все-таки здесь выпал еще повешенный 13-й старший аркан смерти и 15-й старший аркан дьявола. Девочки, возможно, это вообще не ваш мужчина. Я хочу, чтобы вы все-таки вот тоже подумали над этим, обратили внимание на это, да. Это вот может быть такой вот мужик, который вообще без ничего. У него ничего нет. Взять не хрен взять, да. А вам все-таки идет мужчина, у которого есть какая-то недвижимость, который такой устойчивый, порядочный, обычный, можно даже сказать, нормальный, девочки, да. Если вы можете выбирать таких вот мужчин, которые вот вам нравятся, да, или там даже интимно привлекают, или мозгами как-то привлекают, такие мужчины, которые вам не подходят, и вот почему я тут говорю? Потому что здесь вот такой вот мужчина какой-то бедовый выпал, реально. И так хочется, чтобы у вас вот этот вот все-таки вы обратили внимание на другого. У вас есть в поклонниках мужчина, который с деньгами, с недвижкой есть. И вообще, по судьбе, девочки, вот самые лучшие отношения, долгие, нормальные, без этого абьюза, всякой херни. Это будут отношения у мужчины, у которого есть своя недвижимость. На него же записано. Пусть даже это какой-нибудь недостроенный дом.
да, незавершенное капитальное строение, квартира, комната, которую он сам купил, выкупил где-то, да, это уже очень хорошо, и это вот прям для вас, мужчина. А вот эти вот халуи без нифига, да, это не ваше. Поэтому так как у этого мужчины начинается здесь черная какая-то полоса в жизни, вам вот надо вот прям, знаете, как такой вот на лодочке плыть дальше на самом деле. Королева воздуха выпадает. И тут выпадает, что вы чувствуете все равно себя свободной. Вы свободная девочка. Давай еще посмотрим, что еще чувствует к тебе этот мужчина. Луна. Короче, девочки, он может вам врать насчет того, что он имеет. То есть обратите внимание, да, то есть этот мужчина заслуживает какой-то такой проверки и перепроверки, да. То есть слепо на него совершенно не смотрите, потому что это может быть чревато, да. А вам за него можно как-то бороться и переживать, если это реально действительно богатый мужчина. Если он, девочки, не богатый, а может где-то вы чувствуете вот в нем какую-то опору, это, девочки, не опора, это костыль. Понимаете? Потому вот с этим человеком еще, как говорится, подождите, девочки. Не спешите. У вас такие красивые карты идут, да? Вот прям они аж кричат мне здесь. И я сейчас пытаюсь перекричать эти карты, которые выпадают. У вас есть еще какой-то мужчина. Еще один, девочки. И такой вот поклонник, который реально нормальный, не такой, как этот. Он очень сильно от него отличается. Вы как будто здесь загадали какого-то актера. Вот такое ощущение идет, да? А на самом деле у вас на вас обращают внимание. Вы нравитесь мужчинам. Вы многим мужчинам нравитесь. Но из этого выбора, который вокруг вас существует, вам надо выбирать именно тот, кто с недвижкой идет. И вы с ним долго и счастливо и очень хорошо проживете, и поддержка будет, и спокойствие. Потому что вот этот мужчина, это как какая-то вода, ощущение какого-то кораблекрушение у меня здесь почему-то идет, да, что как будто тут небезопасно, рядом с ним небезопасно, с этим мужчиной сейчас. И мне хочется, чтобы ты, моя дорогая курочка, понимаешь, осталась, как говорится, со всеми яичками в одной корзине. И тут желательно все-таки тоже обратить внимание на какого-то поклонника со стороны. Потому что вот этот, девочки, это что-то такое качающееся, штормовое какое-то, как будто сейчас начнется шторм, и то, что вот есть у этого мужчины, может измениться. Вы будете очень много любить, очень такие карты выпали красивые. Вы очень будете любить. Вы не будете ни на каких качелях. Вы прям, знаете, окунетесь в любовь. Здесь карта не указывает на чувства именно этого мужчины. Они как будто вот хотят, даже против моей воли, они разворачиваются в вашу сторону, понимаете? Разворачиваются, и они начинают говорить, что а зачем ей на него гадать? Смотри, сколько у нее всего. Любовь какая ее ждет, какая она достойна этой любви. Как мужчины просто за нее вот эти турниры будут устраивать. А может, девочки, они уже идут. Тут стоит, как говорится, оглядеться. И все-таки выпало, что ты свободна. Это не просто так. Давайте еще глянем на этого мужчину, что он чувствует к тебе сейчас. Что он чувствует, этот мужчина, к тебе сейчас? Он, девочки, действовать никак не будет. Все, на что он способен, это заговаривать зубы. Если вы, вот, знаете, попросите его, ну, скажи мне, любишь ли ты меня или нет, да? Он, любишь, любишь. Что я к тебе чувствую? 36,6. Вот такое, знаете, обо что может говорить. Отшельник Паж. Он сейчас не способный на выражение своих нормальных чувств каких-то. Я вам скажу, что его лодку сейчас начнет трясти. Он ходит в какую-то черную полосу своей жизни. И, девочки, да, так как вот если вам этот мужчина ничего не обещал, да, вы не обязаны с ним делить вот эти вот все невзгоды, которые вот идут.
Это у меня сейчас похоже на какой-то прогноз погоды, вот этот расклад. Как будто я смотрю, и там уже какой-то оранжевый уровень опасности, да, начинается. И я тебе говорю, да, отойди, отойди, да, пойди домой посиди, там, позанимайся своими делами, все остальное, чтобы тебя не снесло вот какой-то бурей, которая касается именно этого мужчины. Вот такой вот второй вариант. Ну, давайте посмотрим третий вариант. Третий вариант, что он чувствует к тебе сейчас. Он, девочки, с серьезными намерениями. Колесница выпала. Предложение руки и сердца. Он об этом много думает. Он думает о каких-то плюшках, которые он получит от того, что он с вами. У него, девочки, плюшек нету. Так, он ждет прихода денег каких-то, он хочет выйти на какой-то новый уровень жизни. Король воздуха выпадает, но с двумя картами шестерка и девятка земли. Это, девочки, говорит о том, что вот в хорошем плане, когда король такой выпадает, это говорит о том, что он хочет предложить руку и сердце, переехать куда-то с вами, да, строит какие-то планы о том, как вы хорошо с ним заживете. Это если это по 10-бальной шкале мужчина на 8, 9, 10. Но если вы сами понимаете, что это какой-то шмарчок, сморчок, какая-то фигня и такой вот абы что, то я вам скажу одну вещь. Это мужчина, который, если он еще и любит прибухнуть, если он такой вот любит прибухнуть, где-то ходит, скачет и все остальное, то я вам скажу, что это такой нищук, который нищий, который ищет, где ему бы с какой женщиной, девушкой было бы удобно жить, да. То есть он там, где удобно. И он всегда, вот знаешь, как будто бы создает такой флер мужчины, типа загадочного. Ну, по факту это не загадочный мужчина. Я вам, девочки, его раскушу быстро. Все зависит от материальных интересов его. Если вы богатая, понимаете, он уже с вами строит планы, как дальше, что с вами жить, да. Богатая, трудолюбивая, у вас есть хорошая постоянная работа, свое жилье и все остальное. Вот, и если это нищук, девочки, то я вам его не советую, потому что помотает этот ветреный человек вам нервы. И помотает вас и ваши нервы. Но если это действительно, знаете, такой вот нормальный, сообразительный, хороший мужчина, которого вы здесь загадали, это говорит о том, что действительно, да, так оно и есть. У него серьезные отношения к вам, серьезные планы. Он еще хотел бы больше денег добыть для того, чтобы вам жилось хорошо. Вот прям такой, знаете, аист, который решил видеть гнездышко. Вне зависимости от, как говорится, уровня этого мужчины, который мы с вами выше смотрели, от 1 до 10, скажем так, да. Смотрите, шестерка чаш выпала, и четверка чаш, и еще король огня. То есть это сексуально активный мужчина. Тот, который хочет вас, да. То есть он очень относится к вам как к женщине, да. Смотрит на вас, вами любуется, ему нравятся ваши формы. Но тут такое, девочки, выпадает. Если это какой-то альфонс, если это какой-то недотепа, алкаш, мужик без постоянного места жительства какого-то, такой пришлый, ушедший, непонятный, вернувшийся из мест не столь отдаленных, какой-то вот такой вот, знаете, с сумкой спортивной. Есть такие, знаете, ходят в спортивных костюмах и с сумкой спортивной. Но нифига там не от фитнеса. Просто такие вот мужчины, то его обходите, конечно, стороной, потому что тут вот идет такое, да, тут прям хочется два варианта мужчин обсудить, именно два, потому что их два тут идет. Либо тут серьезный такой вот мужчина, который как аист хочет построить гнездо для своей аистихи, и у него серьезные отношения, желание жениться и все остальное. И идет такой чушпан, который тоже хочет жениться, но на деньгах, на квартирке какой-то, чтобы можно приходить и уходить, голову дурить. То есть обратите внимание, что здесь два варианта. И тут 100% где-то один из них ваш, мои дорогие. Давайте еще посмотрим, кто так, что он чувствует. Что он чувствует? Он, девочки, смотрите,
М. У него еще сейчас, вот прям на первом плане, да, о чем он еще очень много думает. Он еще думает о деньгах и о тех, куда потратить эти деньги. То есть мужчина хочет вот прям гнездоваться, палки носить, да, вот эти вот жезлы носить, карты, таро, хочет носить, чтобы свить какое-то гнездо с вами. То есть тут либо такой серьезный мужчина, который думает, уже ходит вашим женихом, но вам надо оценить обстановку, девочки. Тот ли это жених? Потому что здесь идет такой один хороший, нормальный, а второй актер. Вам надо посмотреть действительно правде в глаза, актер ли ваш мужик. И знаете, дело в том, что я никогда никого не осуждаю за выбор мужчины, да, потому что нами много, когда движет именно гормональная любовь, да, мы выбираем именно какой-то свой типаж, или мы просто хотим там же какого-то интима и все остальное, а остальное типа приложится. Девочки, вот в этом будьте осторожны, потому что еще, скажем так, в лет 20 это гормональная любовь, это окей, да, но когда у вас уже что-то есть, работа, вы или там вы хотите уже там родить, забеременеть, хотите замуж так выйти, чтобы именно видеть гнездо, вам надо насчет этого мужчины очень хорошо задуматься, да, ваш ли это человек или не ваш. Потому что если он такой вот какой-то, видно, что да, он может говорить сколько угодно. Ой, да, мне тоже надо семья, мне нужны отношения. Но вы смотрите, что у него за спиной, какой у него там бэкграунд, да. Потому что если это такой вот с умой путешествующий абы что, и у которого не было до вас, вот реально, да, вот до вас вы видите, что у него какой-то угол где-то, да, то это абы что и сбоку бантик. Вот и все. Такие вот дела, котики мои. Так что вот вам тут надо все равно хорошо подумать, да, потому что здесь у мужчины хоть и серьезные намерения не идут, но тут выпало реально два человека, реально практически разных. Один, который такой, вы знаете, все в семью, такой порядочный, серьезный. Он много думает о деньгах, как улучшить, как сделать там ремонт и все остальное. А другой выпал такой вот актер, который может играть эту роль, а у самого ни шиша, понимаете? Ни шиша, спортивная сумка и ничего. Понимаете? Таких лучше не брать, потому что, ну, потому что что вы будете, и мамка ему, что ли? Я хочу, чтобы вы красиво вышли замуж. Вот такой вот третий вариант. И смотрим четвертый вариант. Давайте посмотрим, что он чувствует к тебе сейчас. Так, верховная жрица выпала. Он о вас очень много думает. Ты его просто, понимаешь, заманила в свои сети. Хочешь ты или не хочешь, это карта, когда работает твой ведьмовской шарм. Еще в ваших... Вы не просто так сошлись с этим мужчиной. У вас есть одно на двоих кармическое какое-то дело, которое вы будете решать. Что он думает о тебе сейчас? Все, девочки, он попался в ваши сети. Этот мужчина в ваших сетях. Когда выпадает Верховная Жрица и нулевой старший аркан, либо это ваш будущий муж, либо это вот парень на долгое ваше время, мужчина, который вот просто очень долго будет где-то с вами. Будете ли вы его к себе подпускать или не будете, будете ли вы с ним жить или не будете, это мужчина, который будет вас любить даже после того, как вы с ним расстанетесь, да. И вы его тоже будете вспоминать, хотя... королева, девочки, королева воды, девятка воздуха. Он думает, что вы его осчастливите, что он вытянул счастливый билет в своей жизни, когда он познакомился с вами, связался с вами, увидел вас, да. Это очень большое притяжение идет, и это притяжение кармическое. Выпал здесь 19-й старший аркан Солнца. Это, девочки, кармические отношения любовные, но этому Солнцу я бы до конца не радовалась, потому что это кармический аркан, кармические отношения. Будут какие-то моменты болезненные, да, свекруха,
какая-то, абы что может быть, да, или там проблемы с зачатием могут быть, или вот и будут какие-то такие моменты, которые надо будет преодолевать с друг другом, или то вы откроете какие-то новые, но это не то, что проблемы, а какие-то, знаете, стены, через которые надо будет пройти когда-то, да. Этот мужчина дан вам того, чтобы быть взрослой. А и вы ему даны для того, чтобы он перестал быть мальчиком, стал взрослым человеком. Он действительно к вам, он, девочки, любит вас. Этот мужчина вас любит. Он любит вас, этот мужчина. Любит, вы в его вкусе, он интимно очень сильно к вам привязан, любовно привязан. И даже если он не с вами, он всех женщин сравнивает с вами. Какая вы, такой должна быть и его следующая какая-то пассия. Ну, то есть такие вот дела. Он все равно где-то в глубине души, скажем так, он кармически на вас женат, а вы замужем за ним. Вот кармически прям. Что-то такое есть, девочки, между вами. И вы можете сходиться, расходиться, вместе находиться, не находиться вместе, но это как будто бы, знаете, муж из параллельной реальности, а может и из вашей настоящей, да. Он не дан для какой-то легкой жизни. Эти отношения вам даны, скажем так, на много лет. Это как минимум. Даже если вы расстанетесь, вы не думайте, что вот просто так все возьмет и закончится, да. То есть какие-то тени прошлого будут все равно между вами с ним существовать. Дальше. Вы его полный типаж. Полный типаж. И вот благодаря вам он понял, какой он мужчина. Или поймет, девочки, да. То есть он перестанет быть мальчиком, он будет мужественным человеком только благодаря вам. И, возможно, вы истерзаете его сердце в хлам. Просто можете истерзать его, потому что все-таки вы выпали верховной жрицей, а он выпал просто, девочки, в нулевом старшем аркане дурака. То есть это его ждет все равно какое-то обнуление. Вы будете с ним играть, с этим мужчиной. Вас будет, знаете, что раздражать? Вот все-таки вопрос денег будет вас тоже с ним в отношениях раздражать. Поэтому тут вот надо как-то думать. Этот мужчина никогда не сможет вас полностью обеспечивать. И, девочки, тут надо будет, как говорится, и самой работать, быть бизнес-леди и все остальное. Он не будет вам мешать в этом всем. Но вам вот для того, чтобы спокойно жить с этим мужчиной, вам нужно закрыть какие-то денежные вопросы. Или с ним договориться, кто кого обеспечивает, кто как живет и все остальное, где чего, кто за что платит. Понимаете? Потому что тут вот этот денежный какой-то вопрос может вас бесить. Вот реально, я бы не сказала, что вы будете от этого мужчины уходить, да, но он будет подбешивать вас. Поэтому денежные вопросы надо решить, если вы хотите быть с этим мужчиной, мои дорогие. Ты, как верховная жрица, просто обрати внимание, что ты очень сильно на него влияешь. То, что ты скажешь, сделаешь, оно на него ложится такими отпечатками на сердце. Или даже могут ложиться рубцами на сердце, да. И от того, как ты с ним себя будешь вести, будут зависеть его следующие отношения, если, например, ты его оставишь, да. Можешь, ты, понимаешь, ты будешь понимать, что это твой паж, твой слуга. Это мужчина, который никуда не денется, что ты можешь им управлять. У тебя, вот, как говорится, все карты в руки, верховная жрица. Конечно, он о тебе думает. Куда он может деться? Он тебя любит. Вот такой вот был расклад, мои дорогие котики. Люблю вас, целую, обнимаю. Пусть у вас все будет хорошо. В любовных отношениях. Мы, девочки, для этого стараемся. Пока-пока.